Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу представить вашему вниманию вот такой интересный фактурный узор спицами. У меня он выглядит как такой ажурный, воздушный, легкий, потому что я его вязала из мохеровой пряжи, тоненькой. И выглядит он вот так вот рельефно. Посмотрите, какой он объемный. Это идеальный узор для вязания палантинов, для вязания очень таких смелых, роскошных изделий, например, джемперов, кардиганов. Также узор хорошо подойдет, например, для отделки каких-то ваших изделий. Например, можно связать таким узором рукава джемпера, свитера, всего, что вы хотите связать. Узор действительно очень красивый, вяжется он просто. Узор невероятно легкий в исполнении. Вот так выглядят его элементы поближе. Очень красивые такие завитки получаются. С изнаночной стороны этот узор выглядит самодостаточно. То есть, возможно, даже захочется использовать изнаночную сторону как основной лицевой узор. Вот так смотрится тоже очень красиво. И если вы вяжете какие-то, например, палантины и шарфики, то с изнаночной стороны изделие будет выглядеть также очень красиво, достойно, роскошно. Обязательно свяжите таким узором что-то в свою вязаную коллекцию. Он действительно достоин присутствовать в нашем гардеробе. Для образца я возьму гладкую пряжу. Нам необходимо набрать такое количество петель, чтобы оно делилось на 12 плюс 3 петли. 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Я наберу 24 петли на основной узор, плюс 1 и плюс 2 кромочные, получается 27 петель. Петли набираем вашим обычным любимым способом. Набираю 27 петель. Для образца я набрала 27 петель, 24 петли на основной узор, 1 петля симметрии и 2 кромочные. И начинаем вязать. При моем способе набора петель изнаночная дорожка находится на лицевой стороне, и чтобы мне уйти от изнаночной стороны, я провяжу один дополнительный ряд, который не входит в узор, просто изнаночными петлями. Первую кромочную я провязываю лицевой, чтобы мы закрепили край для вязания, и весь ряд я провяжу изнаночными петлями. И со следующего ряда мы начнем вязать основной узор. То есть первый ряд мы вяжем изнаночными петлями. Итак, подготовительный ряд я провязала. И начинаем вывязывать первый ряд нашего узора. Самый простой этот ряд. Все петли лицевыми до конца ряда, кроме последней кромочной. Все петли лицевыми до конца ряда. И кромочная, изнаночная. Второй ряд. Второй ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем 2 лицевые петли. 1, 2. И следующие 9 петель мы вяжем вытянутые лицевые петли. Вставляем правую спицу в петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее вот примерно на такое расстояние. Скинули. И так 9 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 3 просто лицевых петель, не вытянутых. 2, 3. Следующие 9 петель также вывязываем лицевыми вытянутыми. Захватываем рабочую нить и вытягиваем. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в конце ряда мы вяжем 2 лицевые. 1, 2, не вытянутые. И кромочную мы провязываем изнаночной, либо лицевой, как вы привыкли. Разворачиваем наше вязание. Сейчас этот ряд мы провязываем также лицевыми петлями вот таким образом. Кромочную снимаем. Первые 2 петли мы вяжем лицевыми. Из следующих 9 вытянутых петель мы вяжем 9 петель за задние стенки. Вводим правую спицу в 9 петель. 4, 6, 8, 9. Лишних не захватите. Если сомневаетесь, то можно пересчитать. И захватываем рабочую нить, вытягиваем лицевую петлю. Примерно на такое же расстояние, как у нас и вот эти вот вытянутые петли. Накид. Снова вводим в пучок петель за задние стенки правую спицу. 3, накид 4, снова в пучок 5, накид 6, 7, 8 и последняя 9 петля. Скинули пучок с левой спицы, провязали 3 лицевых петли. И следующие 9 вытянутых петель мы также из 9 вяжем 9. Вставляем спицу в 9 петель. 3, 6, 9. Захватываем рабочую нить, вытягиваем длинную петлю. Накид 2 петля. Снова в пучок вводим правую спицу. 3, накид 4, в пучок вывязываем 5, 6, 7, 8 и 9. 9 в пучок. То есть примерно все эти петли у нас должны быть одинакового размера. Скинули пучок петель с левой спицы, провязали 2 лицевые петли в конце и кромочную изнаночной. Вот так получилось. Развернули вязание, вяжем 4 ряд, все петли изнаночными. 1, 2. И здесь не перепутайте петли. Вот этот накид. Сначала мы вяжем петлю и все по порядочку изнаночными петлями. Слишком слабо этот ряд вязать не нужно. Все петли изнаночными до конца ряда. Единственное, здесь можно вот эту вот петлю и накид поменять местами, поэтому будьте в этом моменте внимательными. И кромочная тоже изнаночной петлей. И вяжем 5 ряд, все петли лицевыми петлями. Все петли лицевыми, кроме последней кромочной, которую мы вяжем изнаночной. И сейчас мы будем вязать вот эти декоративные завитки в шахматном порядке. Для этого разворачиваем наше вязание и снова вяжем. Снимаем кромочную петлю, вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых и 9 вытянутых лицевых петель. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И вяжем 3 лицевые петли согласно раппорту узора. Оставшиеся 5 петель мы вяжем также лицевыми до конца ряда. 5 и кромочная изнаночной. И по сути мы вяжем точно так же, как и вот эти 5 рядов, точно так же, только в шахматном порядке. Следующий ряд кромочную сняли. Далее идут 8 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дошли до наших 9 вытянутых петель. Вставляем правую спицу в 9 вытянутых петель. 3, 6, 9. Вставляем правую спицу за задние стенки. 2, 4, 6, 8, 9. И провязываем из 9 вытянутых петель 9 лицевых. Петля, накид, вторая петля, третья, четвертый накид, пятая петля, шестой накид, седьмая петля, восьмой накид и 9 петля. Скинули пучок из 9 петель с левой спицы. И далее оставшиеся 8 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кромочная, изнаночная, то есть 8 петель мы также вяжем лицевыми петлями. Разворачиваем наше вязание и продолжаем вязать. Сейчас мы вяжем все петли изнаночными, включая накиды. Все петли до конца ряда изнаночными. И кромочная тоже изнаночной петлей. Готово. И сейчас идет ряд просто лицевыми петлями. Вот такой красивый образец также получается. Для того, чтобы петли хорошо легли, можно немножечко потянуть. Вот так эти элементы смотрятся в гладкой пряже. Покажу еще раз образец из пушистой пряжи. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и до встречи в новых видео. Пока!